кажется, сейчас Украина с Россией воссоединятся и будет снова заново СССР. Ну, Китай до сих пор коммунизм строит. Много будем чего вспоминать и, наверное, будем возвращаться к тому, от чего и ушли. Меня самого принимали в пионеры именно на Красной площади. Тогда это редкостью было. Наш народ должен иметь общенациональную какую-то идею. На Красной площади маленьких детей приняли в пионеры, но при этом Советского Союза уже нет 30 лет. Вот как вы думаете, к чему приведет эта тенденция? Готовы ли сами вступать в партию, вступать в пионеры? Готовы сами? Да. Я еще сам ребенок, куда мне дети? А сами пойдете в пионеры? Возможно. Пойдем. По мне кажется, сейчас Украина с Россией воссоединятся и будет снова заново СССР. Все к этому идет, можно Ну сказать. То есть нас прям ждет комсомол, октябрята, Нет, пионеры. навряд ли. Настолько Это прошлый жестко, век, как по мне. Это прошлый век. Это просто, чтобы поддерживать, грубо говоря, старые традиции, скорее всего. Только так. Уже будут выпускать новые там заводы, да, уже выпускают машины «Москвич», сейчас будут «Волгу» выпускать, сейчас они поднимут вот эту вот отечественную. Да. Будет подниматься, да. И... Вы будете покупать отечественную машину или Конечно, возьмете отечественную. иномарку? Нет, отечественный. Он легче как бы чинится, и запчасти на него найти опять же легче. И стоит дешевле, Не буду, конечно, чем... врать, я нам. возьму то, что мне больше нравится. Тоже то, что нравится. А я буду выбирать именно то, что не так бьет по карману, это, естественно, отечественный автопром. Потому что ты к любому человеку подойди, у него есть опыт с отечественным автопромом, он тебе поможет, подскажет, там случай жизни расскажет. А вы в пионеры будете вступать? Блин, я, наверное, не буду. Почему? Не тот возраст. Не знаю, да, наверное, возраст не пойдет. А если обяжут в партию обязательно билет, партийные взносы, вот это вот всё? Найдем, как выкрутиться можно. Ну, скорее всего, нет. Да пойдет, буду. пойдет. Если бы был жив Жириновский, я пошел бы в ЛДПР. Ну, кстати, я бы тоже. Ну, ДПР прикольная тема. Дело в том, что царство ему небесное Жириновский, он очень много говорил именно истины. Вот. И такой истины, которая двигала народ, открывала на что-то глаза. Вот. И как бы еще сказать, вот эти новые поправки какие-то, да, идут. Это же все Борис Вольфович говорил. Вот. Это все именно от него пошло. Он здравый человек. Вот. Я считаю, что к людям такого типа надо тянуться. Что не планировали, А детей своих отдадите в пионерскую организацию? но если будет, то почему нет? Я нет, Почему? не хочу. Вряд ли. Почему? Нет смысла. Считаете, Советский Союз не получится уже Нет, построить? 100%. Почему не получится? Но время другое. Все же к этому идет. Нет. С чего? Если это возрождение будет происходить с какими-то новыми, нововведениями, почему нет? Пусть да, это... Хоть я и не застал рождения такого года, я застал Союз, когда он только был. Я за то, чтобы свое все развивалось. Я вообще противник того, чтобы копировать Запада. Понятно, что мы копируем, да, есть то, что и в телевидении, там, и в другом, но у нас было все свое очень неплохое, и все это нужно... Мой ответ таков, в общем, что если это будет развиваться в новой России, в каком-то виде этой же новой России, то почему нет, да. А если старая, совковая, то тоже против, потому что мне не все нравится, то, что было там в Советском Союзе. Но опять же, там и не все плохое было. Честно признаться, я не совсем люблю говорить про то, что Советский Союз как-то плохо, да, там есть мои родители, есть мои дедушки, бабушки, которые видели Советский Союз. Я, конечно, не коснулся его в осознанном возрасте, но по поводу пионеров я считаю, что это перебор. Все-таки цивилизация идет вперед. Хотя мы видим, наверное, Китай, хороший пример коммунизма, который идет и двигается, но опять же таки сейчас гегемоном всех действий является экономика. Что касается пионеров, честно говоря, это разные интерпретации. Я сейчас учусь в ВУЗе, например. Меня называют не студентом, а обучающимся. Либо это разговор о том, что мы хотим отойти от англицизма и прийти к чему-то своему. То есть, возможно, какой-то шаг импортозамещения, но не в экономике, а просто среди нас. Возможно, такой ход событий. Но я считаю, что нам это не надо. Не могу сказать, что я считаю пионерством негативной вещью. Если ребенок желает, то пусть идет. Если нет, то, ясно дело, не хочет. Все-таки это может быть довольно позитивным элементом в жизни ребенка, так как он будет что-то новое узнавать, что-то новое приобретать и, конечно же, общение с своими сверстниками. Не знаю. Может быть.
Может быть, все может быть. Время сейчас такое. А может, они хотят возродить, а может, ради денег. Я не знаю. Не боитесь возрождения или, наоборот, хотите его? Ну, не знаю, я никогда глазами не видел. Не знаю. На Красной площади приняли пионеров, хотя Советский Союз распался 30 лет назад. Вот как вы считаете, это тенденция такая? Будете ли вы вступать в партию своих детей и внуков отправлять в пионер? Суть не в этом. Что-то должно быть. В Америке были скауты. Молодежь должна чем-то быть заниматься. А как это обозвать? Да ради бога, по-любому можно. Возможен ли вообще Советский Союз сейчас, вот уже в таком современной России? Ну, Китай до сих пор коммунизм строит. Только это коммунизмом назвать нельзя. И живут нормально. Вторая экономика в мире. Ну, сейчас, я думаю, много будем чего вспоминать и, наверное, будем возвращаться к тому, от чего и ушли. А сами готовы вступить в партию своих детей будущих или уже детишек, которые есть, в пионеры отправить? Ну, я помню, когда сам был маленьким, я тоже был пионером, тоже галстуки были красные, тоже носили. Так что, скорее всего, это и возвращается. Будете вступать? Посмотрим. А вы? Я не пионер. Пионером не будете, Нет. да? И дети тоже? Нет. Я не думаю, что это тенденция к восстановлению Советского Союза, но думаю, что это тенденция к возрождению идеологии. Все-таки наш народ должен иметь общенациональную какую-то идею и объединение. Ну, а считаете, что вот построение коммунизма, которое мы строили 100 лет и не построили, это может считаться национальной идеологией? Это утопия, коммунизм как таковой, ну это тот же рай, в принципе. Думаю, что это утопия. Но какое-то человеческое общество, конечно, нужно А строить. сами, вот если вдруг так получится, что вот все, детей всех в пионеры, всех родителей в партию, будете вступать? Нет. Нет. В этом году на Красной площади 10 тысяч детей приняли в пионерскую организацию. Как считаете, это тенденция к возвращению в прошлое или нет? Это, скорее всего, это просто отдается дань прошлому, потому что раньше же все были пионерами. И просто решили почтить память тех, кто был пионерами, и тех, кто в душе ими остался. А если так случится вдруг, что вот возродится вновь Советский Союз, сами будете вступать в партию? Я не вижу в этом ничего плохого, поэтому, скорее всего, да. День пионерской организации. В Москве на Красной площади приняли детей в пионеры. Вот как вы считаете, это тенденция к возрождению Советского Союза? Считаю, да. Меня самого принимали в пионеры именно на Красной площади. Тогда это редкостью было. А сами вот будете вновь вступать в партию, платить партийные взносы? В партию нет. В партию нет, хватит. А если обяжут? Если вот Все равно тенденция? не буду. Все равно не буду. Хотя в свое время в партии был. А внуков отправите в пионеры? Ну, у меня внуков нет, к сожалению, отправил бы. И если вот кто меня сейчас спрашивает, дает такой совет, я говорю, надо. Я не знаю, я точно никуда не буду отправлять детей своих. А сами будете вступать? Не. А вы? Нет, я не буду. Тоже не будете? Нет. А если обяжут, вот как было, в приказном порядке? Все равно не буду. Но. Тоже не буду. Ну, я сам был пионером, так. Ну, это красиво все-таки, пионерство. Я думаю, что это правильно. То есть вы вот, если завтра вновь будет коммунистическая партия, в нее вступите и детей и внуков в пионеры отправите? Почему коммунистическая партия? Есть просто пионеры. Как бы, мы можем и коммунистам, но пионеры это хорошо раньше было. Ну вот вы сейчас детишек отправите своих, В пионере? Почему бы нет? а в партию сами вступите? Нет, в партию нет. Только в пионерскую организацию? Да.